Привет, друзья! Татьяна Буланова – яркая исполнительница 90-х и 2000-х, запомнившаяся слушателям шлягерами «Мой сон», «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и многими другими. Бывшая участница группы «Летний сад». С 2004 года заслуженная артистка Российской Федерации. А еще и с недавнего времени кандидат в Государственную Думу России от партии «Родина». Татьяна Буланова раскрыла источники своих доходов. Приоткроем и мы завесу тайны, какие сведения о доходах предоставила Татьяна Буланова в Центральный избирательный комитет России. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Татьяна Буланова и сколько она зарабатывает. Татьяна появилась на свет 6 марта 1969 года в Ленинграде. Отец, Иван Петрович Буланов, служил минером-торпедистом в одной из северных военных частей. Мама Тани, Нина Павловна, работала фотографом, но вскоре после рождения дочери стала домохозяйкой. В школе девочка училась хорошо, но держалась несколько отстраненно от одноклассников и помимо оценок ничем не выделялась. Родители отдали ее в музыкальную школу, но классике Таня предпочитала современную музыку, была влюблена в Виктора Салтыкова и Владимира Кузьмина, обожала группу «Форум». Возможно, эстрадной звезды Татьяны Булановой могло бы и не быть, если бы не случайная встреча с Николаем Тагриным в конце 1989 года. Молодой человек искал новую вокалистку для своей группы «Летний сад». Знакомый педагог мюзик-холла посоветовал Николаю прослушать Таню. Уже в апреле следующего года Татьяна дебютировала в составе группы в актовом зале Технологического института, а первой студийной песней, записанной при участии Татьяны, стала композиция «Девочка». Но главным хитом группы была, наверное, песня «Не плачь». Песня попала в ротацию радио, но Татьяну пока что не узнавали на улицах. Как-то раз она не выдержала и, услышав песню на улице, сказала стоящей впереди в очереди женщине, что это поет она. Та посмотрела на девушку как на идиотку. С середины 90-х на первый план в группе «Летний сад» окончательно вышла Татьяна Буланова. В попытках построить сольную карьеру певица заключила контракт на запись альбома «Обратный билет» со студией «Союз». Увы, альбом был не так успешен, как ожидалось, поэтому Татьяна всерьез задумалась о смене имиджа. В 1992 году певица вышла замуж за лидера группы «Летний сад» Николая Тагрина. Через год на свет появился их сын Саша. Супруги были друг с другом 24 часа в сутки, пережили и годы бедности, и время, когда слава Булановой затмила остальных участников коллектива. Отойдя от выступлений, Николай стал продюсером певицы. Союз был крепким, счастливым и долгим, что редкость в шоу-бизнесе. Супруги прожили вместе 13 лет. Но потом Татьяна, по ее собственным словам, все разрушила, влюбившись в капитана футбольного клуба «Зенит» Владислава Радимова. Николай тяжело переживал этот период, выкинул из квартиры все, что могло напоминать о Тане, перестал общаться с их общим сыном и бывшей женой. Позже он остыл, и сейчас бывшие муж и жена поддерживают дружеские отношения. Сразу же после развода с Тагриным Татьяна вышла замуж за Владислава, который был на 6 лет младше своей избранницы. В 2007 году у супругов родился сын Никита. Татьяна и Владислав жили душа в душу 11 лет, но в конце 2016 года СМИ сообщили, что пара разводится. В качестве причины в некоторых источниках указывались измены бывшего футболиста. Правда, еще 2 года бывшие супруги жили в одной квартире, вместе воспитывали сына. Буланова сообщила, что Радимов все равно остается для нее родным человеком и может рассчитывать на ее поддержку. Старший сын Татьяны – человек весьма скромный. Он не стал пользоваться возможностями, которые ему сулили звездный статус мамы и связи отца. Молодой человек окончил институт по специальности технология питания, работал бариста. Младший сын Никита еще учится в школе и хочет стать футболистом. У братьев очень хорошие отношения. В 2019 году на экраны вышел сериал о молодой Булановой «Никогда не говори никогда», в котором певицу играла Дарья Щербакова. Периодически Татьяна радует поклонников свежими фотографиями и практически всегда поражает своим внешним видом. С каждым годом Буланова выглядит будто бы все лучше. На выборы в Государственную Думу 2021 решили пойти сразу несколько заметных деятелей шоу-бизнеса, в их числе и Татьяна Буланова. Все они уже получили удостоверение кандидатов, после чего ЦИК обязал их раскрыть доходы. Для 52-летней Татьяны Булановой это первое хождение в большую политику. Певица признается, что пока до конца не определилась с программой и еще думает над своим выдвижением.
Зато с радостью сообщает, что зарабатывает по 300 тысяч в месяц, а ее годовой доход не превышает 3 миллиона 600 тысяч рублей. Для суперзвезды 90-х вроде бы мало, хотя сама артистка говорила: «В пандемии у меня совсем не было работы, зато отдохнула». Интересно, что в декларации источником дохода указаны не только концерты, но и строительные фирмы, а также агропромышленный сектор. Это доход от Санкт-Петербургской городской организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации и ООО «Стройторговля». Среди организаций, осуществляющих выплаты Булановой в 2020 году, указаны концертное агентство «Рускон», Большой концертный зал «Октябрьский», ЗАО «Телемедиа» и другие предприятия культуры. Имущество у Булановой тоже весьма скромное. Хоть в ее инстаграме и мелькают кадры за рулем шикарного Мерседеса, записана на нее только машина Hyundai 2012 года выпуска. А если сложить все 10 банковских счетов, то получится около 170 тысяч рублей. У Татьяны Булановой есть 5-комнатная квартира в Санкт-Петербурге, дача и 2 квартиры в Москве. Возможно, это имущество принадлежит экс-супругу певицы или ее родителям, более точно неизвестно. Одну из квартир в столице она сдает, а во второй останавливается, когда приезжает погостить. Квартира с видом на Яузу общей площадью 140 квадратных метров. Ремонт в квартире Буланова не делала, он остался от прежних хозяев. Я не знаю, почему она такая большая. Если бы я делала проект, я бы сделала ее поменьше, конечно, рассказывала Татьяна Буланова. Имеется у Татьяны и квартира на проспекте Жукова в Москве. Здесь певица живет во время столичных гастролей. Большая питерская квартира, где живет Татьяна Буланова, находится на Васильевском острове. Просторная, уютная, с большой гостиной и кухней, где семья вместе собирается за столом на завтраки и ужины. В квартире много фотографий и портретов Татьяны, трофеев ее супруга, а также есть гардеробная, где певица хранит огромную коллекцию туфель. Также в Санкт-Петербурге проживают родители Татьяны. 5-комнатная квартира имеет площадь 180 квадратных метров. Ремонтом занималась сама Буланова. Недавно в сети появились слухи, что Буланова взяла еще одну квартиру в ипотеку для старшего сына. Коренная петербурженка Татьяна Буланова никогда не стремилась жить за городом. Ей по душе были городские квартиры и шумная жизнь мегаполиса. Однако в браке с экс-супругом домом Татьяна Буланова все-таки обзавелась. Дом располагается в Ленинградской области, в курортном районе между Токсово и поселком Песчаный. Буланова признавалась, что не сразу прониклась новым домом, но со временем привыкла, да и планировка звезде пришлась по душе. Друзья, давайте пожелаем Татьяне петь, мечтать, творить, любить, стремиться, верить и всегда побеждать. Пусть жизнь расписывает счастье по веселым нотам, пусть голос ваш весь мир воодушевляет и радует. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!